Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание 11 марта, поговорим о народных приметах, традициях, обычаях этого дня. Также поговорим о том, что у нас за эта неделя идет, на что стоит обратить внимание, а также что можно и чего категорически нельзя делать. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите слово «благодарю». Поблагодарите Вселенную, высшие силы, ангела-хранителя. Именно в этом видео очень важно благодарить всех тех, кто вам помогает, кто вас поддерживает, кто оказывает вам не только материальную, но и моральную поддержку. Помните о том, что все мы с вами вместе сможем много преодолеть и многое сделать. Было бы желание. Но мы с вами, друзья, начинаем. Итак, 11 марта в Православной Церкви приходится память преподобного Прокопия Декаполита, чья жизнь и подвиги остаются источником вдохновения для верующих. Родился святой Прокопий в 8 веке в стране Декаполит на востоке от Галилейского озера. Преподобный Прокопий стал непоколебимым заступником православной веры и символом силы духа в борьбе с иконоборческой ересью. Название Декаполис происходит от греческих слов «дека» – 10 и «полис» – город, что означает поселение, которое объединяло 10 городов. Именно здесь, в этой области, где культивировались духовные ценности и вера в Троицу, родился и будущий преподобный. Прокопий вместе со святым Василием стал неотъемлемой частью иконоборческого сопротивления, противостояв гонениям и преследованиям, направленным против культа икон. Иконоборчество, возглавляемое первым императором из Саврийской династии, стало серьезным испытанием для верующих. По приказу императора Прокопия арестовали, подвергли жестокому бичеванию и заключили в темницу, где он находился вместе со святым Василием до кончины жестокого монарха. Освобожденный после смерти императора, святой Прокопий посвятил оставшуюся жизнь иноческим подвигам и духовному служению. Его духовное наставление и молитвенная сила стали источником поддержки и утешения для многих. Святой Прокопий ушел из этого мира около 750 года, но его наследие продолжает жить в сердцах верующих. Его жизнь служит примером стойкости перед испытаниями, преданности православию и любви к иконам. Память об этом святом каждый год 11 марта верующие собираются в молитве, читают священные тексты и вспоминают о подвиге преподобного Прокопия Декаполита. Ну, а в народном календаре этот день назвали как Прокоп Перезимний, и этот день нес в себе множество достаточно интересных традиций, обычаев, обрядов. С этой датой связаны и многие поверья, и давайте с вами более подробно будем в этом разбираться. Итак, друзья, название Прокоп Перезимний связано с характером этого дня, который является неким переходом от зимы к весне. В народных представлениях Прокоп Перезимний становился своеобразным стражем природы зимы, а этот день означал начало времени, когда природа начинала просыпаться от зимней спячки. Этот день отмечался как время, когда на полях решали, когда лучше всего приступать к посеву семян. Перед выбором оптимального дня для посева люди обращались к природным признакам и народным приметам, чтобы понять, когда земля станет готовой к приему новых посевов. Конечно же, 11 марта в этом 2024 году мы с вами и начинаем праздник. Почему? Потому что у нас с вами 11 марта в этом году начало масленичной недели, также известная как сырная седмица. Этот период, который у нас с вами продлится до 17 марта, станет временем радости и веселья перед Великим постом.
Также масленичная неделя, как вы знаете, приносит свои яркие краски, заполненные угощениями, народными гуляниями и разнообразными традициями. Сыры, блины, масло становятся непременными участниками стола в этот период. Ну и, конечно же, заключительным аккордом масленичной недели является воскресенье, когда люди провожают зимушку и встречают весну с пышными гуляниями и сжиганием чучела масленицы. Ну а с этого дня раньше, когда-то 11 марта начинал таять снег на крышах, реки освобождались ото льда, а санный путь под колесами превращался в колею. Каждый шум и капель становилось знаком перемен. И, конечно же, крестьяне внимательно слушали дорогу, проверяя ее надежность. Если земля шумит капелью, будто говоря, что весна пришла, то переходить дорогу становилось достаточно опасным. Это время наши предки старались остерегаться оттепели и расплавленного снега, потому что именно это время может сделать путь непроходимым. Кроме того, в этот день и обращали внимание на природные знаки и охотники. Дело в том, что заяц, перебегая дорогу, становится предвестником неудачи в охоте, а собака, пересекающая путь, может не предвещать бед, но и особой удачи не обещает. А лошадь, которая распряглась, это знак беды в доме. Кроме того, в этот день наши предки считали, что черт часто принимал облик зайца. Поэтому охотники, которым попадалось такой вот чертов заяц, предвидели, что охота им не принесет радости. Мифы и предания, переданные из поколения в поколение, создавали особую атмосферу осторожности и предвидения в этот период времени. Вообще, День Прокопа считался временем, когда сама природа уже готовилась к переменам. Тепло начинало растапливать лед, привнося весенние знамения. Этот период, когда день и ночь уже сближаются, создавая атмосферу неопределенности. И наши предки знали, что именно в этот день может произойти что-то необычное, и нужно быть готовым принять все события, которые могут происходить в этот день, только с открытым сердцем. И, конечно же, один из важных, наверное, аспектов этого дня – это была открытость дома для родственников и друзей. Вообще, гостеприимство считалось неотъемлемой частью этого дня. Верили, что, открыв двери своего дома для близких и друзей, можно было привлечь Божье благословение и хорошую созидательную энергию. Особенной чертой этого дня становился принцип: если что-то попросили, то нельзя было отказывать. Этот аспект традиции приглашал к доброте, вниманию и к взаимопомощи. Верили, что, открывая свой дом и свое сердце, можно привлечь благословение и поддержку в трудные моменты. Обращаю ваше внимание, что 11 марта в этом году у нас с вами понедельник, и наступает первый день масленичной или сырной недели, который еще называют встреча. Утром этого дня осуществлялась так называемая таинственная встреча, момент, когда свекры отправляли невестку в дом ее родителей. И этот обряд становился таким вот своеобразным символом единства семьи и уважения к традициям. Вечером свекры и сваты сами приходили в дом невесты, чтобы принять участие в праздничном застолье. И вообще, традиционное масленичное застолье включало в себя не только разнообразные угощения, но и особенно теплый прием гостей. Сваты, как часть расширенной уже семьи, занимали особенное место в масленичной трапезе. Им предоставлялась честь быть как следует встречными и обязательно накормленными. Это такой, знаете, был момент сближения и радости от встречи близких.
Ну и, конечно, одной из главных традиций первого дня масленичной, друзья, недели, это было выпекание блинов. И этот блин имел особый смысл. Особенно первый блин, который выпекался в понедельник, его нужно было отдать тем, кто был в нужде, чтобы тот помянул души усопших родственников. Это вот такое доброе дело напоминало о важности помощи ближнему и уважении к предкам. Кроме того, как мы уже сказали ранее, сегодня в этот день очень важно, чтобы хозяева дома держали дверь открытой. Это напоминало о важности гостеприимства и доброты в этот день. Кроме того, наши предки считали, что в этот день могут быть путники, которые то ли заплутали, то ли потеряли, и пригласив их в дом, вы тем самым окажете им важность и взаимопомощи и встречу с открытым сердцем. Кроме того, наши предки в этот день собирали сосны или ели и другие хвойные деревья. Считали, что они являются особенно сильными и благоприятными для здоровья. Поэтому соберите почки и добавьте их в чай. Это не только придаст напитку невероятный аромат, но и укрепит ваш обязательный иммунитет. Также разместите ветки хвойных деревьев в комнатах, чтобы насладиться их целебным ароматом и подарить здоровье всей вашей семье. Конечно же, очень важно в этот день ощутить гармонию с природой. Поэтому прогулка в лесу, в парке, сбор хвои, гостеприимство и все внимание, это все создает атмосферу, которая будет наполнена только положительными энергиями. Поэтому все-таки подумайте об этом. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя было делать 11 марта по народным приметам. Вы знаете, согласно народным преданиям, отправление в дальнее путешествие 11 марта могло сулить несчастье и встречу с преградами. Такие поездки не рекомендовалось предпринимать в этот день, чтобы избежать негативных последствий. Но если поездка неизбежна, следует тщательно следовать тем приметам, чтобы смягчить влияние нечистой силой. Поэтому, если вам все-таки приходится отправляться в дорогу 11 марта, будьте внимательны и будьте осторожны. Не теряйте бдительность и следите за дорогой, чтобы избежать неприятных ситуаций. Возможно, стоит воздержаться от рискованных действий и резких маневров на дороге. Также в этот день наши предки старались избегать каких-либо путешествий, которые были связаны с лесами, с полями, особенно в вечернее время. Также следует воздержаться от строительства костров и разведения огня, чтобы не привлечь внимание негативных сил в ваш дом. Кроме того, 11 марта встречались особые трудности на дорогах. И чтобы избежать их воздействия на ваш дом, стоит быть бдительным и заботливым. Принимайте меры предосторожности, чтобы оберегать свой дом от негативных воздействий этого дня. Кроме того, наши предки в этот день обращали особое внимание шум дорог. Поэтому, если громкий был шум, то это указывало, что размыты и труднопроходимые дороги, которые могут принести беду путешественнику. Конечно, сейчас мы с вами живем в современном мире, и такого понятия, как слякоть, грязь, нет. Но если мы вернемся в деревушки, маленькие села, то там, конечно же, до сих пор есть непроходимые места, поэтому все-таки 10 раз подумайте о том, стоит ли вам сегодня и в ближайшее время выдвигаться на какие-то мероприятия или дела. Кроме того, в этот день нельзя было прощаться с человеком и махать ему рукой. Считалось, что таким образом, с кем вы попрощались именно и помахали рукой, он больше не вернется. И именно такой вот прощальный жест может стать причиной долгого отсутствия или даже несчастья. Рекомендуется делать вид, что человек только приехал, и тем самым, оборачиваясь лицом к нему вслед, это обеспечит скорый и благополучный возврат. Также в этот день наши предки не начинали никаких долгосрочных, больших и крупных проектов, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
Также старайтесь в этот день не заниматься никакими финансовыми делами, особенно если они могут оказать особое влияние на дальнейшую вашу жизнь. Также не стоит сегодня ни с кем конфликтовать, ругаться, спорить. Кроме того, громкий звук, ограничьте сегодня громкие звуки, потому что именно это звуки могут иметь негативное сегодня воздействие на ваши финансовые потоки в доме. Кроме того, обращаем ваше внимание, что люди, рожденные 11 марта, предназначены для великой любви. Их душа стремится к глубоким и стойким чувствам. Они способны проявлять истинное влечение и преданность в отношениях. В их сердцах горит именно чувство, и они стремятся делить свою любовь с миром вокруг. Дерево-покровитель для тех, кто родился 11 марта, это, друзья, липа. Липа символизирует гармонию, любовь, защиту, поэтому подумайте о том, чтобы использовать липу в своей, возможно, жизни. Ну, а талисманом, который принесет удачу и защиту людям, родившимся 11 марта, подходит камень сердолик. Этот камень считается символом страсти, энергии и счастья в любви. Можно носить в качестве украшения или держать его рядом. Это поможет укрепить связь с внутренним миром и призывать положительные энергии. А вот что касательно снов, увиденных в ночь с 10 на 11 марта, то эти сны могут обрести свое исполнение на 7-й день после их видения. И вообще этот период, будучи своего рода временным мостом между миром снов и реальностью, обещает исполнение тайных желаний и предсказаний. Так что, друзья, обращайте на это особое внимание. Вот такой, друзья, у нас с вами день 11 марта по народным приметам, традициям и обычаям. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья. Ну, а сейчас вы видите на экране 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.